Просто попали в какую-то жесть. На печеньку. У меня облегчение, потому что, кажется, мы спустились с гор. Назад было сдавать просто смысла нету. Так, первая ссора за рулем. Они все друг друга знают, и они друг другу родственники. Нас снарядили, сказали, от медведя будете отбиваться. Хорошо, нас Волга с легкой дороги. Ребята, всем привет! Привет! Буквально недавно мы вернулись из Карелии и вот уже снова намылились в дорогу. Сегодня мы отправляемся... Куда мы отправляемся? В Северную Осетию. В страну великих аланов. Выехали из Москвы. Ну, в этот раз, конечно, нам повезло. Долго не стояли, наверное, час где-то. Едем в сторону Тамбова. Кать, что там, какая погода у нас в Тамбове сегодня? Что нас ожидает? Сейчас 11 градусов, а ночью нас ждет 5 градусов. 5 градусов. Вот это класс. В общем, мы сегодня проверим нашу буржуйку Вебасту. Включим ее по максимуму. Парничок сделаем. Надеемся, не подведет. Не подведет, там еще крымская солярка у нас осталась. Вот мы как раз и ощутили все прелести дороги, трассы Р-22. На своем пути встречаем очень много фур, которые двигаются в сторону Волгограда. Едем 40-50 км в час. Достаточно сложно обогнать. Остановились на заправочку. Покормить коня нашего. 100 километров нам до Тамбова еще. Мы приехали в Тамбов. Как-то очень неожиданно для нас этот город оказался каким-то супер красивым. Очень. Ночью столько фонарей, все освещено. Вообще класс. И визитной карточкой города являются вот эти храмы, церкви с подсвеченными крестами. Я, конечно, такое вижу первый раз. И чувствуется, может быть, мы так стали просто, но какая-то вот культурная нотка, прям это вот очень-очень хорошо видно. Мы сейчас как раз, ну вот, можете посмотреть, да, памятник знаменитому русскому композитору Сергею Васильевичу Рахманинову. Доброе утро, друзья! Проснулись мы сегодня в нашем коробке, за бортом у нас плюс 5. Погода не солнечная, такой дождик моросит. Проснулись от того, что какие-то местные парковщики или паркурщики, в общем, люди, которые пытались поставить свою машину, были недовольны тем, что мы поставили на их место, хотя парковка общественная. Ну, в общем, все хорошо. Они благополучно ушли, и мы сейчас проснулись, оделись, вот будем, наверное, дальше выдвигаться. Вот такие лица с утра бывают у путешественников. Я готовлюсь к выдвижению. Следующая точка у нас промежуточная Волгоград. Надеюсь, что мы сегодня сюда приедем к часам, наверное, к 10, может быть, к 11 вечера. И там ночуем, и следующей ходкой уже едем в сторону Владикавказа. Да. Покажи, какой у нас вид из окна красивый. Ну, Кать, ну тут будет плохо видно, но, в общем, вот такой вот у нас вид на замечательную церковь.
Так, первая ссора за рулем. Говорит мне, у тебя упал телефон. Я говорю, ну и что, тебе что, жалко 250 рублей на стекло замену, на которое, ну, защитное. В общем, Катька сегодня меня весь день допекает, все ей не нравится. Вчера упал телефон, ее только выехали, разбило стекло. Да ладно, трещинка маленькая. А сегодня утром залила глаза не той жидкостью. Ну вот мы и добрались до города воинской славы, города героя Волгоград. 500 километров сегодня пролетели просто как 20 минут. Как у тебя ощущения от дороги, Катя? Да, комфортно на самом деле. Там, правда, перед Волгоградом такая какая-то стиральная доска была, дребезжалка какая-то. Все условия, да, Владушки, тебе были предоставлены? Да вообще, не говори. Ну, в общем, дорога нормальная, за исключением того, что, конечно, сейчас что-то очень много фур. Видать, наверное, сезон урожайности. И как бы очень много фур едет в Москву обратно с Арбузами и капустой. капустой. Да. Ну, в общем, сегодня ночуем здесь, и завтра с утра выдвигаемся до Владикавказа. Доброе утро! Мы проснулись, сейчас 6 утра, будем выдвигаться. Ночь сегодня была достаточно холодная, где-то, наверное, 0 был. Но мы карабульку нашу согрели. Поедем. Стоим вот на такой большой парковке, рядом с Мамаевым курганом, в пешей доступности. Координаты скинем, конечно. Ну вот, собственно говоря, вот он сзади меня, можно увидеть. А там сзади вот еще, не знаю, видно, не видно, какой-то парад воздушных шаров. Подъезжаем к Элисте. Не будем в город заезжать сам, мы уже были там. Если кто-то будет ехать транзитом, обязательно заедьте. Город очень красивый. Особенно попадите в храм Шакьямуни, так он называется? Да. В центре. Он находится в самом центре, его прям с горы видать. Очень красивый. И вот просто обратите внимание, да, вот почувствуйте вот атмосферу, которая там находится и в самом храме, и рядом, и люди, какие вот они все такие размеренные, спокойные и очень культурные. Но вот у нас такое ощущение сложилось, мы там были, может быть, часа полтора-два. Так что обязательно рекомендуем, если кто-то будет мимо проезжать, обязательно заедьте. Проехали 1300 километров, находимся в районе Элисты. Расход у нас с момента отправки 8,3 литра средний, в принципе ок. Сейчас нам ветер в спину дует. Ну, дороги хорошие, если не считать потока фур, которых мы периодически встречаем, и КАМАЗов, которые в горку медленно едут, то все окей. Остановились на перекус. Наконец. Катя очень хотела горячего супа. Вот, взяли борща, гречки с гуляшом. Сейчас покушаем и дальше в путь. Вот и почти мы добрались уже до Владикавказа. Остается всего 100 километров, даже чуть меньше. Час 40 нам еще ехать. Уже видим горы. Почувствовали изменение климата. Здесь плюс 24, плюс 23, да, Катя? Так? Да, где-то так. После минус 1 в Волгограде мы прям вообще просто кайфуем.
Приехали в Владикавказ, переночевали там у одного очень замечательного человека. И сегодня первой точкой, куда мы хотим попасть, это у нас Кармадонское ущелье. Едем туда. Дорога к Кармадонскому ущелью сейчас на реконструкции и представляет из себя каменистую такую субстанцию. Ехать неудобно. Вот мы едем там на первой-второй скорости, как бы здесь колеса не пропороть. 6 километров примерно после того, как съехали с асфальта. Остановились в Кармадонском ущелье. Здесь в 2002 году сошел ледник Колка и, к сожалению, накрыл многих людей. В частности, съемочную группу режиссера Бодрова. Есть надежда, была надежда в том, что они укрылись здесь, в этом тоннеле. И после того, как спасатели начали разгребать завалы, вот здесь вот наверху они бурили скважину в надежде спасти людей. Но, к сожалению, так и никого не нашли. Такое тяжелое место. И очень, конечно, жаль, что такие люди уходят от нас. Вместе с ним, к сожалению, от нас ушли актеры театра, которые очень любили здесь, в Северной Осетии. Театр назывался «Нарты». Ну, собственно говоря, вот здесь, на этом месте, есть такой небольшой мемориал, к которому периодически приезжают путешественники, ну и мы, собственно говоря, вот не исключение. С разгона. Заехали сейчас в горочку, но так вам скажу, что непростое занятие, особенно с прицепом. Да? Если у вас там просто обычная легковушка, заедете, но те, кто будет ехать с прицепом, обратите внимание, что надо все это дело с разгончикой и обязательно колеса приспустить. Ну вот, собственно говоря, мы видим сейчас вот там вдалеке сам ледник. И вот этот селевой поток большой, он шел вот по этому ущелью, по Кармадонскому. Здесь, если посмотреть, да, ну, наверное, остатки какие-то, я вижу, то есть камни какие-то большие лежат, река идет, и уже растут деревья, как раз там, да, ну, может быть, там до 20 лет, они такие не очень высокие. И мы двигаемся дальше в сторону Даргавса. Те, кто будет ехать на переднем приводе, ребята, обращайте внимание, что подъем здесь очень высокий такой и зацеп резины слабый. Поэтому спускайте давление в шинах и берите высоту с разгончика. Были колени, и мы не везде могли проехать, он еле поднимался, там машина еле дышала. Угу. И как бы я вот в этом говорю, именно на Ладе колени. Когда мы на иномарке были, там более-менее она проходила. Понятно. И вот... Альбин, ну, в общем, как бы мы все в пределах разумного, конечно. Это, очень рискованно. Понятно. Ладно, спасибо тебе за совет. Да. В общем, мы едем дальше, Альбин. Давай, короче, вы в Даргавсе примерно в том районе, если что, потом выйдите тоже на связь. Да, пожалуйста. да, 4 километра нам до Даргавса. Хорошо, ну с Богом, Вить, легкой дороги. Все, спасибо, Альбин, давай, пока, спасибо. Давайте, пока, пока. Попали в какую-то жесть. Едем на первой скорости 5000 оборотов, потому что если сейчас я сбавлю, мы заглохнем. Горка крутая, камни, все летит из-под колес. Просто бедная Лада. Я периодически смотрю, как бы... Ой, блядь, просто... Я не знаю, с нами еще наш прицеп или нет, но пока вроде еще так. Блин, ну останавливаться просто вообще нереально сейчас, потому что иначе мы нахрен назад улетим. Да...
Если мы доедем наверх и все будет хорошо, то просто эта дорога у нас на всю жизнь, мне кажется, в памяти останется. Коробок Тим за качественный контент. Мы сейчас пробирались по таким просто чумовым местам, я не знаю, как сказать еще, потому что я сидела и просто вот мне даже Витя говорит, ну снимай, а как снимать, когда страшно еще? И я вообще просто, мы сейчас так завернули круто, у нас из-под колес летит просто камни, что-то там гремит, и я говорю, Вить, все в порядке. Но на самом деле тут дороги, ну, мы были в Дагестане, но тут по-своему они, конечно, стрёмные, честно говоря. Вить, на печеньку. Ой, печеньку. И тебе на. И тебе... Ой, подожди, вон упала. Да подожди. Вот, друзья. Вот вы какие хорошенькие. Подождите, ребята. Вить, а они такой будут, как ты думаешь? Это натуральная еда. Специально для горных осликов. Ты такой сможешь проживать? Надо разломить, наверное. А малышу. Это хорошее. Это злаковое. Полезно. На тебе. Хорошие. Еще? На. Называется 5 злаков. Специально для вас из Москвы. Мы приехали в Даргавс. За моей спиной находится так называемый город мертвых. Это комплекс усыпальниц, их чуть менее 100. Они первые как бы усыпальницы здесь датированы, по-моему, 14 веком, если не ошибаюсь. Мы разговаривали с местными жителями, нам сказали, что как бы вот как раз вот в 14 и 15 века здесь бушевали разные болезни, в том числе и чума, по-моему, оспа. И вот как раз люди, заболевшие, уходили сюда, ну, скажем так, в последний путь. Это место очень почитаемое и почитаемое самими осетинами. Вот поэтому, если там кто приедет сюда, пожалуйста, там не заходите вовнутрь, как бы, да, не смотрите сами, ну, сами вот гробницы, сами усыпальницы. Как бы, ну, скажем так, уважайте память народа, в гости к которому вы приезжаете. Вход в этот город, ну, город мертвых, стоит 100 рублей. Кто захочет посетить. Можно, конечно, издалека посмотреть, можно пройтись, ну, между домиков этих, но мы не ходили, потому что, ну, какое-то ощущение, если честно, ну, некомфортное. Ну, лично у меня, потому что как будто я нахожусь, ну, на кладбище. Ну, это так и есть на самом деле. Но виды тут очень красивые, несмотря на трагичность всю эту. Потрясающие виды. Вот за моей спиной там это горы в облаках. Едем в сторону Верхнего Феогдона.
Есть там смотровая площадка и качели над горной пропастью, по крайней мере, так называется. Я видел фотографии, ну, как бы виды, конечно, красивые, но вот сейчас посмотрим. От Даргавса нам показывает, что ехать порядка 10 километров, 12 километров, ну и там около 40 минут. Мы сейчас проделали такой страшный путь. Вот такой наш коробок, весь в пыли, в грязи. Но место, конечно, красивое. Ведь, ну как ты, как наша Лада? Я не знаю, я что-то вообще боюсь. Бедненькая. Охренеть просто, мы так сейчас встреваем. Стадо коров шло в гору, а нам надо в гору не останавливаться. И просто Витя им сигналит, а они, конечно, бестолковые, идут кто куда. Надо посмотреть, какие виды здесь красивые. По пути Верхний Феогдон мы наткнулись на вот такое замечательное место. Посмотрите, какая открывается здесь панорама на горы. На карте это место отмечено буквой А. Если вы посмотрите назад, здесь, я так понимаю, что есть ну вот, символ, да, осетинский. Он состоит из двух букв, да, насколько мне известно. То есть буква А и, может быть, буква Э. Мы едем дальше. Все-таки очень хочется попасть сегодня на качели над пропастью. Ребята, знаете, что я вам хочу сказать? У меня облегчение, потому что, кажется, мы спустились с гор почти и попали в очень красивое место. Тут, ну, как бы такое атмосферное место с качелями, куда все приезжают, качаются. Вот. Потом мы вам покажем, покачаемся. И тут ниже город Феогдон. Там тоже очень красиво. Мы надеемся туда попасть сегодня, если не стемнеет. Какая-то туча еще вон ползет. Так что, ну, прогнозы непонятные. Мы приехали на эту локацию, на смотровую площадку. Качели, как она называется, качели в пропасть, да, или над пропастью, как-то так. Но очень круто, конечно, здесь красиво. И когда качаешься на качелях, такое ощущение, что вот ты прям улетаешь куда-то вдаль. Место, как я уже сказал, очень крутое. Много фотографий здесь можно поделать. Ну, добраться до сюда не так-то и просто, как кажется. Ну, может быть, наверное, с прицепом. Может, на легковой, наверное, может быть полегче. Нас чего-то накрывает туча. Нам нужно спускаться уже. Сейчас мы будем искать место для ночлега. Не знаю, может быть, здесь что-то в окрестностях есть. Если нет, то поедем в Феогдон. Верхний Феогдон, по-моему, так называется поселок. Если там не найдем, то уже будем искать место и спускаться в сторону Владикавказа.
общем, спустились мы с гор в поселок Верхний Феогдон. В горах побоялись немножечко оставаться, потому что туча надвигалась, боялись, что дождь будет, и мы тогда точно не спустились. Сейчас едем по поселку и ищем себе место для ночлега. Нас просто еще колбасит после этих путешествий горных. Мы просто сегодня в такой заднице были. Ну, я даже не знаю, как бы кто смотрел фильм про Дагестан наш, когда мы туда просто в сторону Чоха и Гамсутля пилили. Но здесь мы сегодня попали, ну просто такая задница, я не знаю. Назад было сдавать просто смысла нету. Если назад, то это все, просто это с горы. В общем, буксовали, рыли, там камни летели, коробок на заднем плане. Я несколько раз смотрел, я думал, что просто на месте, слава богу, едем дальше. Катька там вообще просто переживала. Но это ощущения, как я люблю в таких случаях говорить, были достаточно неоднозначные. В общем, мы спустились с гор, потому что оставаться там было опасно. Надвигалась большая туча, и мы что-то подумали, что сейчас, как еще дождь пойдет, то мы как на коньках просто с нашим коробком слетим. Спустились с гор, с Кармадона и остались. Сегодня будем ночевать в окрестностях села Верхний Феогдон, так оно называется. Как раз здесь, если вы проезжаете это село, то в конце села можно наблюдать очень красивый храм. Он называется Аланский Успенский монастырь, если не ошибаюсь. Мы сейчас, может быть, еще сходим, поснимаем его, пока не темно. Но, в общем, будем стоять здесь. Локация клевая, как бы, да, если кто будет в этих местах, пожалуйста, заезжайте. Единственное, что здесь не очень чисто, да, то есть есть как бы участки с мусором. Вот, поэтому мы соберем свой с собой и немножечко еще возьмем чужого, ну, как обычно. Но я вам скажу так, ребят, просто Осетия, она вообще ни на что не похожа. Она просто такая самобытная. И вот такая парковочка есть. Вот мы здесь остановились. Вон там наш карабулька стоит. В общем, мы попали на очередную съемку. В прошлый раз были съемки «Аватара», точнее, ну, какого-то нашего отечественного боевика. И сейчас, я так понимаю, какой-то документальный фильм снимается. Я узнал здесь, не знаю, знаешь ты, Михаил, по-моему, или Максим Башкатов. Кать, что у нас сегодня на ужин? У нас сегодня очень вкусное национальное блюдо Северной Осетии — осетинские пироги. Наши дорогие, любимые друзья, наши осетины, нас в путь благословили пирогами. Смотри, тут у нас вот есть с мясом. Это называется фытчин. Если я правильно говорю, но кажется правильно. Это со свекольной ботвой, там листья режутся свекольные. Это называется сахараджин. И еще это самые популярные как бы виды. Еще есть еще один вид, но их, наверное, много,
Но я вот знаю еще один, это с сыром и картошкой. Ну, точнее, основная картошка и сыр там. Это называется картофчин. Картофчин. Да, картофчин. Вот они такие вкусненькие, ароматненькие пирожки. Сейчас залетят к нам в живот. Светлана Руслановна, Альбина, большой вам привет. Спасибо большое за гостеприимство. Хорошо горячего чайку. Так, ну что, самое главное. Это с мясом? Да, это фычин. Знаешь, какие сейчас ощущения? Это когда весь день как бы гонял, да, аппетит нагулял и просто какую-то очень вкусную штуку на ночь лупанул. Очень вкусно. Ну что, сейчас доедим наши вкусняшки и пойдем спать. Да, завтра ранний подъем. Много мест нужно объехать. Так что всем спокойной ночи. Вода холодная, Холодная? просто ноги уже сводят. Едем на Цейский ледник. Все. Несколько слов о движении в Осетии и в Владикавказе в частности. Ну, отдельные лихачи есть, они везде есть, и у нас тоже. Но в целом движение вполне прогнозируемое, как бы на красный никто не летает. Особо, ну, есть, пару раз мы видели, там на встречку кто-то выскочил. Но вот так вот в целом, допустим, да, то вполне можно ехать, опять же скажу, как бы оно прогнозируемое. Поэтому здесь особых проблем не вижу. Бензин, стоимость такая же, как и у нас. То есть 92 вот я заливаю там 47,5, 48, там, ну, в зависимости от того, какая заправка. Ого. Мы сейчас едем по Транскавказской магистрали в сторону Цейского ущелья, Цейского ледника. Если кто-то будет ехать сюда или планировать будет сюда поездку, как бы скажу, что дорога пока сейчас от Владикавказа, ну, она очень хорошая. Асфальт ровный, подъемы не затяжные, как бы, ну, вообще можно проехать без проблем. И очень красивые виды. Что будет дальше, еще не знаю. Ну, возможно, как бы будут плохие участки дороги.
Слышишь, как тормоза скрипят? Это значит то, что пора их походу менять. 5000 еще не проехали, уже просто стесались. Ну ладно, в общем, мы забрались куда-то в очередной, просто я не знаю куда. Нам местный житель тут сказал, что мы проехали канатную дорогу в Цей, нам нужно спуститься вниз на 500 метров. Сейчас спускаемся. Собственно говоря, канатная дорога там должна быть, и на ней можно как бы добраться до ледника. Там с него, с канатки слезть и пройти еще где-то километра полтора пешком. Приехали мы в Цей на канатную дорогу. Сейчас узнаем, сколько здесь билет стоит. В общем, дорога непростая. Если кто будет с прицепами ехать, ну, конечно, полный привод, как уже, в принципе, и так понятно. И хороший мощный двигатель, потому что нам очень тяжело было. Опять скакали, прыгали на первой скорости. Есть указатели здесь, и вдоль, рядом с самой канаткой есть как бы нормальная парковка, стать можно. Тут магазинчики, сувениры, покушать, если кому надо. Ну а мы сейчас идем на саму канатку. Это не закрытые вагончики. Наверное, даже лучше, чтобы получить максимальные визуальные кайфы, я бы так сказал. Здрасте. Ну да, дойти можно будет, да? И потом обратно как бы зайти. Последняя посадка 15:45. 15:45, да, последняя посадка? Ну я думаю, мы успеем, если быстро дойдем. В общем, Мы на канатке. мы сели на канатную дорогу, едем. 400 рублей с человека. Мне кажется, по донбайским меркам это совершенно недорого. Сейчас посмотрим, сколько она будет по протяженности и какие будут виды. От нее еще можно пройти где-то 1,5 километра в сторону самого ледника Цейского. Но есть проблема, что 15:45 последний как бы подъемник, погрузка последний раз назад. И он сказал, что ну, приемщик там, да, кто нас отпускал, сказал, что мы не успеем. Все время мечтала в открытой кабинке проехать. В закрытой уже ездила, в открытой еще нет. Ну, как бы не очень высоко, да, под нами сколько там, может, метров 30. Ну, пока не высоко. Да, но я думаю, что так, наверное, и будет, Кать, за 400 рублей. Да? А может там есть еще один пункт перехода на другую кабинку? Не знаю. Такое бывает. Может быть. Но я думаю, что вот там она уже примерно около ледника заканчивается. А вон сам ледник. Ледник вообще просто крутой. Я хочу туда добраться. Вот тогда нам нужно будет обратно пешком идти. А Потому как что пешком туда Я не идти? знаю, ну спросим у него. Ну, может, и сходим, да? Ну, посмотрим сейчас, да. В общем, поднялись мы по канатке. Здесь такая обзорная площадочка есть. И над нами как раз сам Цейский ледник. Спросили у ребят, какая высота. Сказали, что вот здесь, где мы находимся, высота 2500. Кто не хочет платить 400 рублей, может, конечно, пройти пешком. И, в принципе, это реально возможно. То есть, ну, как бы спуск достаточно такой крутой, но дорога хорошая, каменистая, пройти можно. То есть, если как бы вы захотите это сделать, то прям на Цей закладываете целый день. Однозначно рекомендуем это место. Очень нам понравилось. На машине сюда можно доехать, как я уже говорил. Дорога вполне приемлемого качества. Ну, скажем так, 90% дороги вообще просто отличный асфальт. И здесь уже, когда в гору забираешься, здесь уже нужно будет покарабкаться. 400 рублей с одного человека для того, чтобы подняться туда и обратно. Мне кажется, это недорого. Что думаешь, Катя? Вообще отлично.
Недорого. Но есть люди, которые прямо идут пешком. То есть, если кто-то хочет пройтись с палками, скандинавская ходьба туда-сюда, все дела, то можно прям вообще просто бесплатно прийти и прогуляться. Идти, наверное, где-то километра полтора в гору. Ну, думаю, что час-полтора, наверное, где-то так. Знаешь что, Вить? А. Хочу сказать, что по будням там народу очень мало. А по выходным, ну, в августе особенно, народу много. Ну, наверное, как и везде. Мы сейчас вот с парнем говорили, который фотографии делает. Говорит, что в будни вообще здесь как бы мало народу, никого. Но вот мы вообще сегодня почти никого не встретили, нам понравилось. Вот такой Вот фотография такая. магнитик. Ну что, мы хотим сегодня погулять по вечернему Владикавказу. Посмотрим по центру города, походим, может быть, куда-нибудь зайдем там, кафешечку какую-нибудь, да? Сидим. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Есть что сказать, Вить? Что раз я включила уже. Да, береги память. В общем, завершить сегодняшний день мы решили прогулкой по вечернему Владикавказу. Идем сейчас вдоль Терека по центральной набережной. Город на самом деле клевый, живой такой, ухоженный. Люди хорошо одеты, какие-то приветливые все. Не знаю, в общем, Владикавказ нам заходит. Сейчас пойдем еще дальше по парку прогуляемся, может, в какую-нибудь кафешку зайдем. Ну, в общем, сегодня мы кайфанем здесь. Мы сейчас гуляем по Владикавказу, и ну, тут такая атмосфера, знаете, вот джазик такой играет, так спокойно люди ходят, гуляют, фонтанчики красивые. Ну, видно, что город на самом деле преображают, и тут ну, мостовые всякие, вот это вот все налаживают, красоту наводят. Я чувствую, что ну, власти города хотят привлечь сюда туристов и путешественников. Так что я рекомендую, и Витя рекомендует. Ну, очень нам понравилось, потому что очень классная атмосфера. И люди такие, знаете, как будто они все друг друга знают. И они друг другу родственники. Ну, очень здорово. Нам нравится.
Ребят, привет всем. Мы едем в сторону водопада Трех Сестер. В общем, что-то погода портится. По прогнозам дождь будет сильный к обеду. Вот мы сейчас встали пораньше, 8 утра сейчас. От Владикавказа нам показывает 140 километров, но почему-то время почти 3 часа. Ну, посмотрим, может быть, даже и не получится доехать. Посмотрим, как по дороге, потому что дороги здесь есть очень плохого качества. Произошло то, чего мы так не хотели. Пошел дождь. И прогнозы неутешительные, к сожалению. Мы уже проехали больше 100 километров. И возвращаться сейчас, ну просто как-то, не знаю, жалко что ли. Попробуем, если дождь усилится, то на водопады не попадем. Но я надеюсь все-таки, что погода хоть как-то чуть-чуть изменится, и нам удастся попасть к этой красоте. Подъехали, тут национальный парк Аланья называется, и нужно оформить пропуск. Вот Витя пошел оформлять. Ну как, Вить, оформил? Ну, в общем, как бы да, здесь природный парк, национальный парк Аланья, и вход здесь по билетам. 300 рублей, 2 человека, 150 рублей. Ну и, собственно говоря, нужно оформить пропуск. Вообще, ну как бы адекватно все, прозрачно, в общем, все окей. Добраться к водопаду можно по хорошей дороге. Она асфальтированная, есть отдельные участочки. В общем, все, кто на легковых машинах поедет, с прицепами, как бы дорога хорошая, вообще проблем нет здесь. Остановиться можно возле туристической базы «Порог неба». Она вот за моей спиной сейчас находится. Здесь есть небольшая стояночка, ну, может быть, машин на 20, на 30, где-то так. Ну, собственно говоря, стоит 100 рублей. Машину здесь ставите и пешочком. Как нам охранник сказал, что ну где-то пройти там может быть километра полтора. Дорога в принципе такая, ну как бы пеший нормальный маршрут. Что у тебя в руках, Кать? Нас снарядили, сказали, от медведей будете отбиваться. Вот такие, одна потолще, другая потоньше. Прошли километр, наверное, может быть чуть больше. Погода классная, дорога хорошая, прям пешеходная тропа, идти можно. Слышим уже где-то прям тут рядом река горная шумит. Ну, судя по всему, нам еще где-то километр, также, наверное, может быть полтора идти.
У меня нет слов от этой красоты. Тут потрясающая просто панорама открылась перед нами. Ну, пройдя вот этот путь, 1,5 километра, в принципе, мы шли, наверное, минут 20, неторопливо. Можно с детьми, как бы тропа такая легкая на самом деле. Тут просто такая красотища. И мне кажется, что мы тут вдвоем, потому что тут нет никого, такая тишина. Но, наверное, надо приезжать с утра. Вот они, 3 сестры, 3 водопада. Тот, который крайний правый, он самый-самый такой тоненький, скромненький. А средняя сестра, походу, взяла себе все. Как впечатление у тебя? Мне очень понравилось. Я люблю такие, знаешь, когда не просто тебя на машине подвозят или ты приезжаешь, а когда вот к красотам нужно дойти, пройти. Место... Потрудиться, так Ну сказать. да. Ой. Место красивое здесь, хорошее. Смотри, аккуратно. И идти можно, как бы, знаешь, ну, сколько тут мы прошли? Ну, наверное, полчаса в один конец, да, вообще не торопясь. Ну да, любуюсь всеми. А вот красота. доступная дорога. Красиво. Попробуй ненадолго остановиться, глубоко вздохнуть и посмотреть вокруг себя. Природа. Она окружает нас. Ощути эту красоту. Дуновение ветра, пение птиц, улыбка человека, который сейчас смотрит на тебя. Вы когда-нибудь слушали тишину? Попробуйте. Проблемы, которые нас окружают, не могут отнять одного – возможности радоваться красоте этого мира. И для того, чтобы иметь эту возможность, не обязательно копить деньги, брать кредиты. Достаточно просто захотеть ее увидеть.